Привет, ребят! Меня зовут Люся Дербенко, и вы на моем канале про графику и подачу дизайн-проектов в приложениях на iPad. Сегодня мы работаем в Procreate и поговорим немножко про построение арки полуциркульной. Вот такая классическая арка, у которой верх это форма полукруга. Арки бывают какие угодно, и такие стрельчатые, и в общем-то любой формы, но сейчас вот эта арка. И давайте мы укрупненно посмотрим, как в принципе строится вот эта форма в Procreate для того, чтобы точное сопряжение было. Я сейчас делаю чуть бледнее, возьму еще один слой, синий какой-нибудь цвет, да, или фиолетовый. Возьму рапидограф, смотрите, у меня привязка стоит вот по клеточке, да, то есть 2D линии. Я эти клеточки включу. Как мы, в принципе, строим арку? Вот мне нужно построить арку, четко обвести геометрично. Допустим, она более-менее кривенькая там, или я откуда-то взяла эту картинку, мне нужно четко обвести. Чтобы построить арку, нужно сначала, я как делаю, вот так пометить ее края и низ, то есть те части, которые не скруглены. Дальше я беру линию более тоненькую или штрих-пунктир. Мне нужно отбить у этих линий четко, чтобы они подходили к одной горизонтали. Не одна выше, одна ниже, а четко к одной горизонтали. Дальше мне нужно найти центр этого расстояния обязательно. Чтобы это сделать, четко я использую направляющую, то есть вот эту синюю точечку я ставлю в одну, в одну сторону, и дальше шагом сетки я играю, сейчас я толщину и непрозрачность сетки увеличу, чтобы она черная была. Шагом сетки я делаю так, чтобы у меня поместилось ровно 2 клеточки в это расстояние. И тогда, окей, готово. Вот тут в центре у меня уже, я вижу по какой линии, провести осевую линию и провожу ее. То есть вот я провожу эту осевую линию. Вот здесь, ну давайте я эту сеточку сделаю чуть бледнее, наверное. Все-таки она мне немножко маячит, толстая. Вот так вот. Видите, я провела осевую линию. Теперь я создаю другой слой, обязательно другой слой, иначе вы точно будет очень трудно вам попасть. То есть если не создавать другой слой, как обычно делают люди, берут кисточку рапидограф и вот так без привязки, ну так можно, когда у вас тоже глаз наметан, через 3 точки проводите дугу, в конце задерживаете, править фигуру и стараетесь вот точненько ее попасть. Но это бывает трудно. Вы или чуть-чуть больше радиус сделали, и вот эти вот кончики видны, то есть не получается красивого перехода, вот тут вот стыковки красивые. Поэтому, чтобы было быстро и удобно, я всегда делаю на отдельном слое. То есть вот я создаю отдельный слой, обязательно вот я брала вот эту кисточку рапидограф, я сразу пометила, то есть я нажала и пометила ее размер. Вот если нажать здесь плюсик, да, появляется рисочка, чтобы потом я то тоненькую взяла, то какую, и сразу могла вернуться на эту толщину, чтобы вот толщина линии, которой я буду делать дугу, была такой же, как толщина прямой линии. И смотрите, что я делаю. Я на отдельном слое нахожусь, проверю это, да, я на отдельном слое. Когда толщина линии у меня точно такая же, так, она выбрана, я провожу круг через вот эти точки. 1, 2, 3, 4, то есть центр круга, вот он. Главное в Procreate это пройти через эти 4 точки, даже если у вас будет он кривой, вы сошлись, задержали в конце, править фигуру круг, и у вас абсолютно точный круг. Если при этом он у вас чуть-чуть где-то не попал, вы смело снимаете выделение, опять включаете и подгоняете, может быть чуть-чуть масштабированием, да, при масштабировании чуть-чуть увеличится толщина линии, но если оно маленькое, незначительное, то не должно ничего быть. Вы вот так подгоняете, чтобы визуально все было ровненько. И после этого нижнюю часть круга вот так вот отрезаете. Вот, и у вас получилось четкое сопряжение. После этого можно объединить 2 слоя. Вот наша циркульная арка. Вот она, вот так она строится. А теперь задачка, смотрите какая. Вот эта дверь у нас остается. А рядом у меня есть габариты новой двери, одностворчатой, у которой тоже должна быть арочка и должна сохраниться ее вот эта вот полуциркульность. То есть если я просто возьму вот эту вот арочку, дублирую, перенесу с привязкой, да, и вот так без привязки подожму, видите, я сделала ее поуже, все как нужно, но вот здесь круг пропал. Для того, чтобы круг сохранился, сначала я помечу, давайте другим каким-то цветом, вот таким на отдельном слое, я просто помечу габариты, вот снесу отсюда высоту,
вот так, ну и ширину, да, допустим, вот такая у меня арочка должна быть. И можно либо построить заново, как я вам вот здесь показала, то есть взять вот так вот, определить серединку, либо скопировать ту, что у нас есть. Я займусь тем, что скопирую. Вот смотрите, я ее просто скопировала, подвинула сюда в край. Дальше однородным выделением я ее уменьшаю, так, чтобы вписать по ширине. Но уменьшая однородным выделением, вы должны понимать, что толщина линии чуть уменьшится. Но тем не менее, видите, встал круг на свое место. Сейчас я ее на передний слой перетащу. То есть главное, чтобы круг встал на свое место. Высота вот этой вот поперечной оси, она увеличится, потому что круг меньше-то стал, да, диаметр меньше. Но теперь, когда я его однородно не поджимала, однородно уменьшила, я вот так прямоугольничком выделяю нижнюю часть и без привязки просто растягиваю. Ну, там идет маленькое искажение толщин, да, вот эта нижняя толщина будет чуть больше, в целом это будет чуть-чуть тоньше, чем вот этот, но эффект есть, по крайней мере, форма арки правильная. Видите, то есть форма арки, давайте я клеточку выключу, она сохранилась, не превратилась в овал. И если мы уже говорим о том, что вот дверь или какая-то текстура, у нас фотография, допустим, да, склеена, нам нужно вырезать ее, вот прям вот это вот стеклышко перенести сюда. Как вырезать? Когда у нас есть форма, видите, вот эта форма, которую мы ввели, вырезать легче всего. Если бы у нас формы не было, я бы брала произвольным выделением и вот так по точкам бы вырезала, все равно бы не получилось супер ровненько, все равно запуталась, все равно бы были вот такие как бы скачки, поскольку я обводила бы от руки дрожащей. А если у меня есть контур, так я просто зайду в выделение на слой с контуром, автоматическое, и залью, да, вот так залью этот контур, потом перейду на слой с фотографией, нажму, чтобы появилась вот эта панелька, копирование и вставка. И у меня появился отдельный слой, вот прям вырезан, то есть я по контуру, который нарисовала, вырезала из фотографии. И вот здесь его для того, чтобы сохранить текстуру, чтобы вот эти вот полосочки, да, не стали уже, я просто его перенесла сюда, допустим. И теперь у меня есть контур вот этот, вот он, да, вот этот контур. Я его тоже автоматически выделяю, вот так вот выделяю, перехожу на слой с вырезанным стеклышком, инвертирую и вырезаю. И стеклышко вырезалось. Вот у меня получилось стеклышко как бы правильной арочной формы. И мы взяли фотографию контура сюда. Соответственно, дверь теперь, как? Я иду в эту дверь, вот так вот ее копирую, наверное, прямоугольничком. Вырезаю, смотрите, вырезаю, дублирую, сюда подвигаю, лишнее обрезаю, можно даже примерно до серединки, не примерно, а точно до серединки, вот так обрезать, дальше взять вот этот кусочек, его зеркалить, то есть дублировать и зеркалить по горизонтали и подвинуть. Вот так и склеить. Вот такая у нас получилась дверь с правильной арочкой. Смотрите, если я эту арочку выключу, то если мы просто копировали, да, две половинки вот этой вот двери, то у нас получилась бы стрельчатая арочка. Если бы поджали, получилась бы вот такая с овалом арочка. А так мы ее отдельно построили, а текстуру двери скопировали отдельно из кусочков.